Всем привет! Начинаем делать мультяшного льва. И в этом уроке сделаем вот такую голову. Давайте начнем. Добавим сферу. Скопируем. Включим рентген. И потянем за зеленую точку, чтобы вторую сферу уменьшить в высоту. Передвинем ее вниз. Нажмем отзеркаливание и потянем за красную стрелочку. Теперь перейдем на вид сбоку и выдвинем вперед за синюю стрелочку. Выйдем из рентгена, и вот у нас получились такие щеки. Уберем вот эту галочку и добавим цилиндр. Сделаем челюсть. Уменьшим высоту. Откроем топологию, уменьшим разрешение и увеличим последующее подразделение, чтобы скруглить углы. Уменьшим радиус, привязку можно выключить. Скопируем. Копию передвинем вверх и сделаем верхнюю челюсть. Она будет поуже, потоньше. И давайте нажмем отзеркаливание, включим гизмо, потянем за красную стрелочку. Уменьшим радиус за оранжевый кружок. И сделаем потолще за зеленый кружок. И повернем по иксу. Нижнюю челюсть тоже повернем по иксу, вот в этом направлении. Теперь выберем все заготовки и сделаем слияние вокселей. Разрешение здесь стоит 167. Давайте его оставим. И сгладим стыки. Возьмем инструмент «Переместить», включим симметрию и нижнюю челюсть сделаем более квадратной. Поправим форму щек, подкорректируем, чтобы сделать их более округлыми. Добавим сферу. Передвинем вперед и сделаем из нее нос. Уменьшим за синий конус. Повернем по иксу. И теперь выберем голову, возьмем инструмент «Переместить». И вот эти вот части, верхнюю часть челюсти верхней, сдвинем к носу.
И также, перемещая ее вверх или вниз, можно менять мимику персонажа. Давайте сделаем его с такой вот полуулыбкой. Выберем голову и нос. Сделаем слияние вокселей. А разрешение поставим примерно 280. Сгладим. Возьмем инструмент «Надуть» и пройдемся. Давайте уменьшим интенсивность, немного увеличим радиус. И пройдемся по бокам. Давайте отменим эти действия. Еще увеличим радиус. И с включенной симметрией пройдемся по боковым частям. Вот здесь вот надуем. Возьмем инструмент «Переместить» и приподнимем макушку. Далее с помощью маски и лассо замаскируем область глаз. Вот здесь вот нажмем кнопку спереди. Инвертируем маску, включим гизмо и подвинем внутрь за синюю стрелочку. И потянем за красную точку. Очистим маску и сгладим. Добавим сферу. Последующее подразделение на единицу увеличим. Теперь выберем голову, возьмем инструмент «Переместить» и выдвинем немного вперед лоб и переносицу. Выберем сферу, скопируем, копию передвинем вперед и сделаем зрачки. Давайте уменьшим. Сожмем за синюю точку. Нажмем отзеркаливание и потянем за красную стрелочку. Еще уменьшим. Повернем. Давайте сделаем потемнее, чтобы виднее было.
Давайте утвердим. Возьмем инструмент «Переместить». Еще немного подкорректируем форму. Уберем здесь галочку. Возьмем инструмент «Трубка» и сделаем ресницы. Нажмем «Путь», проведем здесь линию, построим форму по верхнему веку. Нажмем на зеленую точку, включим профиль, сделаем тройной радиус, сузим кончики. В верхней части немного расширим и передвинем ближе, давайте выключим привязку, и передвинем ближе к глазному яблоку. Откроем топологию, уменьшим разрешение и увеличим последующее подразделение, чтобы слегка скруглить углы. Нажмем «Отзеркаливание». Снова нажмем «Путь» и нарисуем форму бровей. Нажмем на зеленую точку. Здесь лишние точки удалим. Изменим радиус. Выключим привязку. Здесь вот расширим. Добавим еще одну и самую первую загнем внутрь. Утвердим. Возьмем инструмент «Переместить». Еще подкорректируем форму. Выберем голову. И вот в этом вот месте немного приподнимем. Возьмем инструмент «Складка», уменьшим интенсивность. С включенной симметрией проведем здесь вот линию. Слегка сгладим. И сделаем складку в уголках губ. Тоже здесь вот переход сгладим. Голову скопируем. Копию пока скроем. Возьмем инструмент группы граней. Выберем этот цвет. Нос закрасим в основной цвет головы. И давайте возьмем инструмент точка, уменьшим радиус. Сделаем на морде маску. Сгладим края. Возьмем инструмент «Скрыть», скроем основную часть и удалим. Здесь на маске давайте сгладим некоторые участки.
Замаскируем. И на вкладке маски выберем параметры для толщины. И чтобы ориентироваться, давайте выберем, откроем голову. Толщину небольшую сделаем, чтобы маска сильно не выделялась. Включена у нас сглаженность с величиной 9. Здесь стоит нажата кнопка «Все». Толщина 0,7. Здесь нажата кнопка «Высота». То есть смотрите, какие параметры у меня выбраны. И нажимаем на извлечение. Деталь с маской удалим. Края получились неровные. Но, в принципе, маска смотрится нормально. Если сделать голову потемнее, то ее будет виднее. Но вот эти края хотелось бы исправить. Давайте отменим все наши действия. Откроем квадримешер, поставим количество полигонов 30 тысяч и пересчитаем сетку. Сетка выровнялась. Здесь тоже можно при необходимости немного сгладить. Замаскируем и добавим толщину с теми же параметрами. Нажимаем на извлечение, деталь с маской удалим. Откроем голову, выберем ее, сделаем более темный оттенок. После пересчета сетки с помощью квадримешера все выровнялось, никаких артефактов нет. Виднеется кусочек темной детали. Берем и сделаем нос. Добавим UV-сферу. Повернем на 90 градусов по иксу. Уменьшим за зеленый конус. И сожмем за синюю точку. Перейдем в соло. Увеличим последующее подразделение. Утвердим. С помощью прямоугольника замаскируем вот этот участок. Включим гизмо, нажмем ось и потянем за зеленую стрелочку. Переместим ось на границу с маской. Выключим ось, потянем за зеленую точку. Очистим маску и выйдем из режима соло. Передвинем сюда. Повернем по иксу немного, таким образом. Возьмем инструмент «Переместить» и кончику носа придадим форму.
Маску приподнимем повыше. Возьмем инструмент глина, нажмем кнопку вычитания и сделаем небольшие ноздри. Сгладим. Вот эти выступающие части уберем. Возьмем инструмент складка, нажмем инвертировать. Пройдемся по контуру. Теперь уберем, выключим кнопку инвертировать. Еще поменьше сделаем интенсивность. И сделаем складку по центру кончика носа. Складим переход. Еще немного подкорректируем. То есть вот форму. Возьмем инструмент группы граней. Перейдем в соло. Добавим новый цвет. Сделаем вид сбоку. И с помощью лассо выделим вот этот участок. Сгладим границу. Возьмем инструмент «Скрыть», скроем вот эту часть, нажмем «Разделить». И теперь эта часть находится отдельно от кончика носа, и давайте ее раскрасим в цвет головы. А кончик носа сделаем потемнее. Далее сделаем зубы, добавим сферу, передвинем ее вперед, уменьшим, сожмем за синюю точку и за красную. Включим отзеркаливание, потянем за красную стрелочку. Повернем по Y. Давайте еще потоньше сделаем. Теперь повернем по Y. Передвинем сюда. Скопируем вместе со строчкой отзеркаливания и повернем по Z на 180 градусов.
Выберем вот эту строчку, потянем за красную стрелочку. Перейдем на вид сверху. Возьмем инструмент трубка, сделаем усы. Нажмем путь, проведем линию и нажмем на зеленую точку. Она у нас отзеркалилась, потому что был выбран зуб. Давайте вытащим из этой группы и добавим отзеркаливание. Выключим привязку. Откроем топологию, уменьшим разрешение и увеличим последующее подразделение. Включим гизму. Возьмем инструмент трансформация и передвинем вот сюда. Скопируем, копию выдвинем немного вверх. Возьмем инструмент трубка, уменьшим радиус, добавим точку, увеличим в длину. Всю группу скопируем. Включим гизму, придвинем сюда. Еще раз скопируем всю группу и сделаем еще третий ус посередине. Далее сделаем гриву. Уберем вот здесь вот галочку. Нажмем кривые, перейдем на вид сбоку и проведем линию там, где будет проходить грива. Включим отзеркаливание. Нажмем три точки кривые. Здесь появилась строка массив. Передвинем ее под строчку с отзеркаливанием, а трубку удалим. Выберем строчку массив, включим гизму и добавим трубку. Уменьшим радиус. И нужно повернуть так, чтобы вот эта точка с регулировкой радиуса была внизу. Включим гизму, повернем по оси Z. Выключим привязку. Нажмем на профиль. И на вкладке профиля добавим точки. Сдвинем их немного внутрь. И углы скруглим. Сетку уплотним. Сделаем тройной радиус. Добавим точки. Придадим форму для прядки. Включим сплайн, чтобы были более округлыми.
Нажмем строчку «Массив» и увеличим количество деталей. Теперь вот здесь у нас выбрана строчка «Массив» и трубка. Нажимаем «Утвердить», выбираем «Снять», нажимаем «Да». Теперь выберем все вместе со строчкой «Отзеркаливание» и тоже утвердим. Теперь каждую прядку подрегулируем отдельно, так, чтобы грива не казалась слишком однообразной. И так далее пройдемся по всем прядкам. После того, как все готово, выберем эту группу, скопируем, включим гизмо, копию, передвинем немножко назад и повернем на 180 градусов по оси Z. Развернем, подвинем вниз. И расположим вторым рядом. Если какие-то прядки пересекаются друг с другом, это нужно поправить. И теперь сделаем челку, выберем несколько верхних прядок и передвинем их вперед, скопируем, передвинем вперед и изменим форму. После того, как челка готова, сделаем капюшон. Добавим UV-сферу. Повернем по X на 90 градусов. Немного уплотним сетку. Утвердим. Увеличим радиус. И придадим форму капюшона. Включим рентген, возьмем инструмент «Скрыть», лассо и скроем вот этот вот участок по гриве. И давайте выровняем по линии. Удалим. Здесь пересчитаем сетку с помощью квадромешера. Скопируем эту деталь. Копию пока скроем. Возьмем инструмент группа граней, добавим новый цвет. Возьмем прямоугольник и закрасим половину. Возьмем инструмент «Скрыть», одну половину скроем и удалим.
Теперь давайте возьмем целую часть, замаскируем, добавим толщину со знаком минус. Нажимаем на извлечение, деталь с маской удалим. Выберем половинку. Выйдем из режима соло, замаскируем ее и добавим тоже толщину со знаком плюс-минус. Возьмем инструмент трубка, нажмем путь. И построим линию для строчки. Привяжем ее. Нажмем на зеленую точку. И продолжим построение дальше. Нажимаем 3 точки кривые. Здесь появилась строчка массив. Вытащим ее из группы и трубку удалим. Включим гизмо. Добавим цилиндр. Уменьшим. В топологии уменьшим разрешение и увеличим последующее подразделение. Выберем массив и увеличим количество деталей. Добавим еще точки, чтобы лучше привязать стежки к поверхности. Сделаем уши. Добавим UV-сферу. Повернем на 90 градусов по иксу. Уплотним сетку и утвердим. Зажмем за зеленую точку. Возьмем инструмент «Скрыть», нажмем кнопку спереди, возьмем эллипс, нажмем «Удалить».
Замаскируем и добавим толщину со знаком минус. Нажимаем на извлечение и деталь с маской удалим. Скопируем. Копию уменьшим и сожмем за зеленую точку. Отзеркалим. Божью коровку на носу сделаем самостоятельно. И раскрасим. Перейдем в PBR, добавим источник освещения, увеличим интенсивность. Выберем цвет. И в этот же цвет раскрасим здесь уши. И выберем более темный оттенок для теней. Возьмем инструмент «Переместить». Интенсивность уберем до 0. И затемним вот эти вот участки. И на морде тоже делаем небольшие тени. Возьмем цвет еще темнее. Выберем кончик носа. И в этот же цвет закрасим брови и усы. Теперь снова выберем цвет кончика носа. Возьмем оттенок потемнее. И с помощью инструмента «Переместить» затемним нижнюю часть носа. Усы, там, где они соприкасаются с маской. Брови. Теперь в этот же цвет давайте раскрасим радужку. Ресницы сделаем потемнее. Возьмем еще потемнее цвет, закрасим Божью коровку. И нарисуем зрачки. Раскрасим гриву. Добавим тени.
и нарисуем пасть. И раскрасим капюшон. Добавим тени.